Олег, здравствуйте. Вот, Приветствую, Снежан. да, вот наконец-таки мы с вами встретились. Я ваша ученица. Я вас уважаю как человека, учителя, который передал мне свои потрясающие знания. Но я бы хотела бы, чтобы вы также немножко рассказали о себе, чтобы люди, которые будут смотреть этот подкаст, знали вас. Ну, что для потребителей подкаста надо знать обо мне? Ну, расскажите, кто вы, кем являетесь, чему вы обучаете, какими знаниями обладаете. Насколько я слышала, то, что у вас также еще есть школа сейчас появилась, какие знания вы передаете. Ну, школу это сложно назвать. Это группа м, коллег, группа единомышленников, которые мы даже не школа, скорее мы исследовательская группа, которая занимается исследованием м, регрессивного гипноза, жизни после жизни, М. кармы, исследованием верхних уровней человеческой психики. А сколько лет вы уже в гипнозе? Практикую я, наверное, лет с 12 А сейчас? различные. Вот. В 17 году я как бы официально, с 17 года я официально работаю в психологии. Вот. А до этого обучался у различных мастеров. У, у Фрэнка Пьюсика обучался а, у Бориса Георгиевича Афанасьева. Мгм. Вот. Прошел курс русской модели эриксоновского гипноза. Вот. У Козлова обучался том самом, в Синтоне. Мгм. То есть я прошел достаточно большое количество всяких различных видов обучения по гипнозу, по НЛП, по практической психологии. И не только, потому что, ну, те знания, которые как бы вы мне передавали, их даже нету в всеобщем доступе. То есть в Ну, интернете их невозможно найти. Я думаю, то, что это подходит именно тем людям, да, которые жадны на знания и которые не понимают, где искать ответы на свои вопросы. вот как бы то, что я как бы вам рассказывал, я как бы источники называть не буду, и пока оставлю по умолчанию фигуры. Вот. Но это не, Были возможности. но это не для всех, опять же, насколько я понимаю, эта Ну, информация. не то, да, не для всех, но любая информация не для всех. Кто-то не сможет воспользоваться, кого-то информация просто введет в заблуждение, хотя она будет на самом деле вполне себе адекватной. Давайте с вами поговорим, что такое регрессивный гипноз, да, и в каких случаях вообще он применим. Регрессивный гипноз, опять же, это гипнотическое состояние, когда особое состояние сознания человека, когда он заново проживает, ну, возникает иллюзия переживания событий прошлого. А как это происходит? То есть, ну, я просто помню наши с вами сеансы. То есть так невозможно было сказать то, что я находилась в каком-то состоянии, то, что я не понимала, где я нахожусь. Но при этом ощущения были, то, что у тебя происходят какие-то непонятные ощущения в теле, там, когда голова как бы кружилась. Вот как вы это объясните, чтобы люди понимали? Потому что многие видят то, что у всех ассоциация с гипнозом, то, что это что-то такое страшное, вдруг там человек сейчас нарушит мою волю, поменяет что-то и сделает мне хуже. Не смотрите телевизор. Вот, Если вот, вот, боитесь, давайте что да, расскажем, да. нет, просто если боитесь, что кто-то поменяет вашу волю, выключите телевизор. Да, посмотрели рекламу, пошли купили банку "Кока-колы". Мгм. И всё, вам взяли и поменяли волю. Так что боитесь изменения воли, не смотрите телевизор, не общайтесь с родными. Вот, запритесь в туалете. Мгм. Простой ответ. Так, Вот. А с точки зрения гипноза, гипнотическое воздействие, это специфическое, как бы специфическое общение одного человека с другим. Когда гипнотизер, зная определенные закономерности
работы нервной системы приводит человека в состояние, к которому сам человек не привык. Да, Мгм. гипноз – это непривычные ментальные состояния. Ну, например, состояние глубокого расслабления Мгм. А с какими или запросами, сильного возбуждения. а с какими запросами этот метод работает наиболее эффективно? Практически со всеми. Там вопрос больше во времени, как долго этот метод нужно применять, чтобы получить результат. А как долго нужно этот метод применять, чтобы получить результат? Если повезет, практически один сеанс. Мгм. 2 часа. Если не повезет, то может быть там, до 300 часов. От чего зависит вот это вот самое везение? Везение зависит от навыка гипнотизера и от самой структуры личности, которого человек, который пришел. Ну, также, наверное, не только навыка гипнотизера, также его колоссальный опыт, знания, да, и еще открытости человека, Я бы склонен сказать, все-таки навык. навык. Да, гипноз – это не искусство, а гипноз – это практика. Мгм. Конечно, если гипнотизер потратил на себя, на свое развитие, там, 5 лет, Мгм. его результаты будут гораздо более высокими, чем у человека, который обучился на одном курсе. Ну, это естественно, это логично. Вот. Но это никак не отменяет талантов. Мгм. Есть прекрасные, талантливые гипнотизеры, которым даже учиться, в общем, не надо. Мгм. Они просто живут гипнозом. А вы знаете таких людей? Да, парочку знаю. Мгм. Они пришли, ну, с ними-то я встретился все равно на курсах по гипнозу, Мгм. да, но они пришли понять, что с ними не так. Оказалось, что с ними все так, они просто надо было им найти людей со сходными интересами. Но вот сейчас каждый у нас третий психолог, гипнотерапевт. Как вообще вот настоящего гипнолога, да, отличить от шарлатана? Снежан, я вам скажу, что на самом деле у нас дефицит психологов, практических психологов, а, больше 500 000 человек. Мгм. Так, по-хорошему, если страну лечить. Мгм. У нас вот текущая политическая ситуация, да, значит, когда ситуация поменяется, когда мир наступит, нужно, чтобы что-то будет делать с тем миллионом человек, которые подверглись воздействию м, как бы происходящего и на территории Российской Федерации, и на территории Украины. Мгм. А этим кто должен заниматься? Нужно заниматься этим быстро. Ну да, я согласна. Вот, поэтому практических психологов нужно. А у нас законодательно запрещают и ограничивают работу практикующих психологов. Вот сейчас у нас закон о психологической помощи буквально. Недавно в Да, В Госдуме, да, то, что только здесь с дипломом. не только с дипломом, И, сам подход к формированию законодательной базы, он не очень м, соответствует тому, что собираются регулировать. Я посмотрел эти прения. мгм. Вот. И здесь вот как раз одна из психологических проблем встала налицо. Депутатша, Мгм. которая преисполнена важности, пытается и собственной значимости, вот, пытается разговаривать с профессионалкой, Юль, которая ей отвечала, она Мгм. профессионалка, несмотря на и все ее все как бы претензии, которые к ней можно предъявить. Мгм. Вот. И разговор слепого с глухим. Мгм. Депутатша ничего, кроме административной структуры, не понимает. Ну, И как бы пугающее, ужасающее невежество с точки зрения психологии. ну, ну, опять же, А с другой сейчас стороны, Юля, которая с психологией, в практической психологии очень много что понимает, но у нее такие же зияющие... она растерялась. Да, я видела вот это интервью, она растерялась, нужно было
более подготовленной туда прийти, но вот Н- одна запинка, то, но- что она не могла сказать, какой институт. Но она не могла, она не могла общаться с депутатшей на уровне административном. Да. А депутатша, а, при всей ее иллюзии власти, ну, а потом с вами поговорим еще об иллюзии власти, это как Мгм. раз вопрос кармы. Мгм. Вот, при всей иллюзии власти она совершенно не обладает знаниями в той области, которую пытаются регулировать. Да, я это видела, как будто всех под одну как бы там ну, гребенку. Но там была совершенно другая связь, то, что каждый психолог, да, который называется психологом, он должен закончить государственное учреждение. А сейчас просто каждый третий, да, там, ну, за 2 месяца получает диплом психолога. И это как это, ну, это обесценивает на самом деле, вот никто не знает общую там психологию, да, там не обучались там 4 года, там хотя бы бакалавр психологии там не получали, и после этого, у меня просто клиентка, сейчас расскажу, я была Мгм. крайне удивлена, после меня она решила стать психологом. Мгм. И что она сейчас в массы кидает, это, конечно же, немножко там, ну, страшновато. Я сейчас тебя научу, как выйти замуж за миллиардера, я психологиня, я там я триггерный там психолог или какой-то там еще. И я смотрю, и какие ценности человек несет. Нормальный, адекватный психолог, бы, мне кажется, ну, в моем понимании, такие бы ценности бы в мир не нес. Открою маленький секрет. То же самое можно нести, вполне обладая полным образованием, полным психологическим образованием, специалитетом, с дипломом МГУ. Мгм. В МГУ можно иметь даже научные публикации кандидата психологических или кандидата медицинских наук, и ровно с таким же как бы, пафосом рассказывать о том, как надо выйти, как надо что делать. Мгм. Можно Лобковского посмотреть. Я думаю, что если Лобковского сравнить с этой девушкой, как бы ясно, откуда ноги растут. Все возможно.